Приветствую вас на канале Техревизор. В этом видео я подготовил топ-10 телефонов от молодого и самого недооцененного, на мой взгляд, китайского бренда смартфонов – Realme. Если вы пользовались телефоном от Xiaomi или любого другого китайца и получили не самый приятный опыт от лагающей оболочки, кучи рекламы и тормозов, дайте восточному подразделению последний шанс. Не переходите на более дорогие люксовые бренды. Я покажу вам 4 варианта отличных телефонов с низкой ценой до 15 тысяч рублей, 3 варианта стоимостью до 25 тысяч и еще 3 из премиума от 30 до 50 тысяч рублей. В общем, будет выбрать из чего как школьнику в качестве первого и простого смарта, так и требовательному геймеру. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, а я начну с бюджетной подборки. Открывает бюджетный сегмент Realme Narza 50i Prime. Это самая простая модель по начинке и возможностям. Здесь стоит процессор Unisoc Tiger T612. Его поставили лишь бы тянуло браузер, соцсети и видео в YouTube, поэтому большего от него требовать не стоит. По памяти выбор из двух вариантов: 3,32 ГБ и 4,64. На перспективу и для более быстрой работы, само собой, нужно брать побольше. Да, и такая переплата явно того стоит на дистанции, например, 1,5-2 лет. А вот с объемом батареи нет никаких проблем. Уверенная 5000 мАч, которая попробует посади с такой производительностью. Правда, и заряжаться будет пару часов с хвостом, так как здесь обычный блок на 10 Вт. Но вот так, зарядив до 100%, можно проходить смело 2 дня без подзарядок в лайт режиме. Позвонить, посмотреть видео, ответить в ВК. Да, и экран хоть и не маленький, 6,5 дюйма, но разрешение крайне скудное. 1600 на 720 пикселей на IPS матрице. Приятного мало, но пиксели в глаза не бросаются, и на этом спасибо. По камерам обычные 8 мегапикселей сзади и 5 мегапикселей спереди. Максимум можно документы при хорошем свете сфотографировать. Конечно, можно требовать большего, но если есть желание хоть какой-то пейзаж с лицами запечатлеть, присмотритесь к следующей модели моего топа. Третье место среди бюджетников занимает Realme C31. По сути, этот смартфон только камерой и отличается, поэтому и разница в цене с Narza 50i Prime небольшая. Здесь все тот же Tiger T612 с таким же набором памяти и батареей на 5000 мАч. Но скорость зарядки немного отличается, так как здесь блок питания уже на 18 Вт, поэтому минут на 40 будет быстрее заряжаться. Это тоже в принципе приятное преимущество. По камерам улучшения коснулись только основной. Да, здесь сзади прям целых 3 объектива, но один из них макро на 2 мегапикселя, а второй ширик на 0,3. Что вы от них хотите? Просто поймите, что они есть, и пользуйтесь более-менее нормальной задней на 13 мегапикселей. Здесь съемка доступна хотя бы Full HD на 30 FPS. Конечно, за качество я молчу, особенно при плохом освещении, но пару фотографий с друзьями на природе можно сделать, и все детально будет видно. Да, какой-то участок уйдет в шум, где-то цвета блеклые и ненатуральные будут, но общая картинка сохранится и передаст происходящее. Как сможет, но передаст. А теперь о чем-то более веселом и приятном. Вторую строчку занимает Realme C35. Тут сходу у нас более мощный проц – Tiger 616. Не скажу, что производительность как-то сильно увеличилась, бенчмарки показывают разницу разве что в 10-20%, поэтому сильный акцент на этом делать не буду. Скорее, это было сделано не столько для того, чтобы пользователь мог в более требовательные игры играть, сколько для того, чтобы вытянуть мощность для разрешения 2408 на 1080 пикселей. Вот такое приятное улучшение есть в этой модели, даже заметно глазами. Диагональ почти такая же, 6,6 дюйма. Ну и матрица, соответственно, IPS. По памяти появился вариант на 428 ГБ вместо 332. Тоже добавит скорость работы. И получается приличное устройство, без всяких лагов и постоянных тормозов из-за забитой памяти. Конечно, если нагружать в меру. Не требовать же от него PUBG на высоких настройках. Ну и по батарее вопросов нет. 5018 Вт. Более чем. Камеры, 2 затычки в качестве ширика и макро. И один нормальный основной на целых 50 мегапикселей. Снимает явно лучше, чем C31. Фронтальной тоже касается, не зря же она на 8 мегапикселей вместо 5. Но это по-прежнему Full HD и 30 кадров в секунду, поэтому какие-то реально прикольные и качественные видео снять не получится. Лидером бюджетного сегмента стал Realme 9i.
Ну и когда дело дошло до первого места в бюджетной подборке, могу смело сказать, что по камерам улучшений уже не будет. Либо наслаждаться тем, что есть, либо расширять бюджет. Но это не касается производительности. Если нужен хоть какой-то минимальный гейминг в современной игры, то 9i неплохо с этим справится. Здесь стоит уже привычный 680-й дракон. Не то чтобы он в пух и перья рвет прошлый T616, но процентов 20к производительности прибавится. Поэтому можно попробовать запускать на низких тот же PUBG, например. Да, будут проблемы с нагревом, поэтому зависать по 8 часов в день только в играх не вариант. Но если соблюдать меру и давать телефону отдыхать, то всегда пожалуйста. По памяти еще неплохой выбор. Здесь добавилась топовая вариация на 628 гигабайт. Вот такого расклада 200% хватит на следующие пару лет. По батарее могу выделить крутую зарядку на 33 ватта. Вот это для бюджетной линейки реально крутой показатель. Телефон будет заряжаться час с небольшим хвостом. Да и в принципе удобно, что можно не контролировать уровень заряда. В любой момент подсоединяешься минут на 15 и получаешь необходимый минимум на день работы. Также улучшения коснулись экрана. Ни диагонали, ни разрешения и даже не матрицы. Изменения затронули частоту обновления. Теперь здесь доступны 90 Гц, а это приятная для глаз деталь, которая вызывает привыкание. Потом на обычные 60 Гц смотреть очень сложно. Ну а по камерам расклад не сильно поменялся. Макроширик на 2 мегапикселя, основная на 50 и фронтальная на 16. Снимает на среднем уровне, при котором человек не будет требовать четкой детализации и передачи реальных цветов. Как я уже сказал, если нужна камера получше, то поднимаем планку бюджета и идем смотреть, что я подготовил в средней ценовой категории. Средний ценовой сегмент открывает Realme 9. А здесь у нас тоже 9-й Realme, но уже без i. И он прилично так отличается. Смотрите, даже чисто внешне он компактнее. Размер экрана здесь 6,4 дюйма. Разрешение все то же. Но самый сок — Super AMOLED матрица с 90 Гц. Если вы до этого пользовались только IPS, то заметите разницу в картинках моментально. А если еще и напрямую сравните, то вообще удивитесь, как вам до сих пор такое глаза не выедало. Здесь и цвета более насыщенные и настоящие. Белый реально белый, а черный черный. Да даже 90 Гц на AMOLED выглядит по-другому по сравнению с IPS. Они кажутся более плавными. В общем, над экраном здесь явно поработали. Но процессора изменения не коснулись. Стоит тот же Snap 680. Однако по памяти решили добавить еще вариант на 8/128 гигабайт. Довольно жирная комплектация с серьезным запасом на будущее. Хотя с таким процессором я бы больше 6 гигабайт ОЗУ не брал, так как не вижу смысла. Например, через 2 года объема и скорости памяти все еще будет хватать для быстрой работы, но такой процессор уже не сможет выдавать хорошие показатели. Поэтому хорошенько подумайте, какому варианту отдать приоритет при покупке. Также еще камер коснулись изменения, особенно основной. Она здесь на целых 108 мегапикселей, по сравнению с 9i это в 2 раза больше. Но очевидно, что не снимает она в 2 раза лучше. Просто более качественные снимки в плохом свете, меньше шума и немного лучше детализация. Ширик, кстати, тоже получше стал. Здесь уже 8 мегапикселей, поэтому можно даже в чем-то поэкспериментировать с ним. Ну а в остальном все это можно делать максимум в те же Full HD 30 FPS. А если прям так сильно хочется хотя бы 60, то нужен процессор помощнее. На втором месте Realme 10. И для этого в нашем списке появляется следующее поколение Realme 10. В нем стоит хоть и не Snapdragon, но уверенный MediaTek Helio G99. А этот малый 680 неплохо так обгоняет по мощностям. Тесты показали прирост 30%, поэтому можно позволить не только камере более современную обработку, но и в игры поиграть на более приятных глазу настройках. А если еще и память взять приличную, то вообще улетно получается на следующие пару лет. Из доступных вариантов здесь 4128, 8128 и 8256. Выбрать есть из чего. Вот только по экрану никаких изменений. Super AMOLED 90 Гц 6,4 дюйма. Но с таким ценником это и не удивительно. 120 Гц находится уже в более дорогой лиге. До нее недолго осталось, кстати. Но по камере здесь точно есть апгрейд. По крайней мере, появилась возможность снимать нормальное видео в 60 FPS. Но учтите, что только на заднюю. Кстати, как вы скорее всего заметили, сзади здесь не 3 объектива, а 2. Есть всего один вспомогательный. Но именно он очень так себе. Поэтому больших ставок на него не делайте. Лучше просто пользоваться основным. Передняя еще хорошо снимает, ее со счетов не списывайте. Селфи никто не отменял. А селфи в хорошем качестве, так тем более. Главное, в сильно темных местах не фотографируйтесь. Вдруг там маньяк. Но если без шуток, то что основная, что фронтальная камера, обе хороши. Лучшим смартфоном в моем сегменте стал Realme GT Master Edition.
Этот смартфон уже и не средний сегмент, но все еще не лакшери. Здесь стоит отличный Snapdragon 778. По сравнению с предыдущим Helio он, конечно, рвет и мечет, но для флагманского уровня он все еще не дотягивает. Тем не менее, это уже не то, что плавная работа на протяжении следующих лет, но и уверенный гейминг на средних настройках. А с экраном, который позволяет подрубить еще и 120 FPS, так вообще сок. По памяти выбор невелик, либо 6128, либо 8256. Но больше меня здесь зацепил именно сам дизайн смартфона, и я говорю сейчас не про привычный белый или черный, а про серый. Эдакий чемоданный дизайн. Под надписью Realme кроется подпись этого дизайнера, кстати. Но это не столь важно. Мое внимание такое решение привлекло, и интерес был активирован. Поэтому я и сам бы не отказался от серого варианта, потому что к характеристикам у меня претензий нет. По батарее есть апгрейд. Здесь в комплекте идет блок уже на 65 Вт. С ним телефон вообще молниеносно заряжается. Да и по камерам все отлично. Хорошая основная, фронтальная, да и ширик не такой уж и бесполезный. А тем более, что все это можно снимать в 4К. Но все-таки не хватило немного до 60 FPS. Максимум 30, но это уже мелочи, которые учитываются в более дорогом сегменте. Вот мы и добрались до флагмана. Все три позиции занимает GT-серия. Третье место занимает Realme GT Neo 2. По сравнению с прошлым Master Edition, этот невысоко прыгнул в стоимости, но здесь явно есть за что переплатить. Например, тот же процессор. Стоит уже полноценный 870-й Дракон. В нем и ядра с повышенной герцовкой, и графика 650 Adreno. В общем, по производительности очередной прирост в 20-25%. К тому же и выбор памяти начинается с приличного уровня. Минимум вы можете взять на 8 оперативы и 128 гигабайт постоянной. А сейчас не в каждом ПК стоит 8 АЗО. Что уж говорить за топовую версию на 12256. Само собой, память последней версии UFS 3.1, поэтому скорость работы будет явно быстрее, чем у прошлого чемодана. Кстати, к преимуществам могу наконец-то добавить стереозвучание, а то все моно да моно, но здесь уже реально крутые динамики, хотя с такой ценой оно и не удивительно. Тут скорее вопросы вызывает Master Edition, который со своей стоимостью как раз не имеет стерео. Но стоит добавить, что в этом Neo 2 нет мини-джека, как и в следующих подобранных мной моделях. Не уверен, что это большая потеря в 2023 году, но лучше предупредить об этом моменте. К экрану и батарее никаких нюансов не отнесу. 6,4 дюйма, Super AMOLED 120 Гц. Аккум уже стандартный, на 5000 мАч. Ну и зарядник в комплекте к нему на 65 Вт. Все идеально. Кстати, не могу и здесь не сказать про дизайн. Версия в зеленом цвете явно заслуживает внимания, хотя где-то издалека я слышу голос 8-го Realme, у которого на спине тоже была такая линия, но немного в другом исполнении. А здесь прям спорт, GT как-никак. Кстати, о камерах. Из улучшений можно отметить разве что дополнительную гироэлектронную стабилизацию. Работает классно, тряска исчезает. Но правды ради, все еще 4К 30 FPS, поэтому для тех, кто сейчас возмущен, я подготовил Neo 3T. Серебро забирает Realme GT Neo 3T. Тут уже можно спокойно снимать в 4К 60 FPS. Камера снимает одинаково, качество тоже, цвета передаются также, но видео уже плавное. Ну а в остальном телефоны чуть ли не братья-близнецы. Отличаются совсем мелочами. Процессор рубль в рубль одинаковый, Snap 870. А по памяти выбор поменьше. Есть вариант на более скромные 8128 и 8256. Я бы не относил это к недостаткам. А вот зарядный блок на 80 Вт это уже поинтереснее. Не то чтобы это стало причиной покупки Neo 3T, но точно станет преимуществом, которое экономит дополнительные 20 минут при зарядке. Ну а больше и сказать про этот телефон нечего. Хотя нет, опять дизайн. Есть эксклюзивная версия в оранжево-синих цветах. Называется Dragon Ball Goku. Я, конечно, не эксперт, но гуглом пользоваться умею. Оказывается, это какой-то персонаж из манги. Наверное, анимешники в курсе. На этом, пожалуй, лучше перейду к следующей модели, чтобы помидорами не закидали за кривой базар. Ну и лучшим стал Realme GT 2 Pro. Это уже не близнец прошлых Neo, как ни крути. Здесь процессор Snap 8 первой генерации. Имеет стальные ядра новых поколений, да и графика Adreno 730 дает о себе знать в играх. Серьезная заявка на максимальные настройки графики, что в PUBG, что в Genshin Impact. Ну а если с этими двумя дракон справляются, то и о других смысла говорить нет. На уверенном 120 FPS на AMOLED экране, да еще и с более высоким разрешением. Здесь 3216 на 1440 пикселей. Разница заметна, скажу сразу. И диагональ
диагональ немного подогнали, 6,7 дюйма вместо 6,6. Вот тут разница уже не так заметна, поэтому вообще внимание не зацикливайте. Ну и в остальном могу добавить, что здесь лучше камеры. Звучит вполне логично, но здесь реально придраться можно разве что к макрообъективу. А остальные, основная фронтальная и ширик, best of the best. Бери да снимай без ограничений размытия и шума. Картинки получаются четкие, насыщенные даже при плохом освещении и в трясущихся или непрофессиональных руках. Искусственный интеллект все поправит. Единственное, нет никакого эксклюзивного дизайна, только 3 скучных цветных варианта. Хотелось бы немного красок в жизнь добавить, но это уже такая индивидуальщина. Видимо, просто прошлые расписные варианты не зашли рынку, поэтому пришлось отказаться, но это уже совсем другая история. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор.